Вспоминаю свои школьные годы. Был у меня в те времена друг Алеша. Он был из неблагополучной семьи, как принято говорить. Его мать и отец были сильно пьющими людьми, со всеми вытекающими последствиями. Они были нашими соседями, поэтому все ужасы, которые происходили у них в семье, мы с сестрой периодически с интересом наблюдали. Сейчас понимаю, интерес-то был нездоровый, но тогда мы делали круглые глаза, удивлялись и поражались. Неужели так можно жить? Вечно пьяная мать Алешки бывало ночевала прямо в подъезде, а отец в рваной фуфайке выискивал пустые бутылки в мусорном баке, чтобы сдать их в ближайший пункт приема стеклотары. Непонятно, на какие деньги существовала эта семья. Я никогда не видел, чтобы они шли на работу. Алешка в школе не пользовался благосклонностью ни учителей, ни сверстников. И те, и другие брезгливо глядели на его потрепанные вещи, засаленные и грязные учебники и тетради. Но учился он все равно неплохо, как бы предвзято к нему не относились преподаватели и все вокруг. Только глубже вжимал голову в плечи от нападок одноклассников и жестко щурил карие глаза. На провокации не поддавался, со временем все от него отстали. Полный игнор. Росли мы все вместе, жили в одном дворе. Вместе ходили в школу, вместе сбегали с уроков, вместе защищали мою младшую сестренку Анечку от хулиганов-одноклассников. Пожалуй, я был его единственным другом. После 9 класса Алексей решил оставить школу и уехал поступать в ПТУ в соседний город. С тех пор мы с ним не виделись, оборвались все связи. Родители его давно спились, продали свою квартиру и куда-то пропали. Аня часто спрашивала у меня о моем друге, но я ей ничего не мог рассказать. Она почему-то очень грустила. Прошло 5 лет, я уже отслужил в армии, начал учиться в институте. В этом году 11 класс заканчивала и моя любимая сестра, я, конечно же, приехал поддержать ее. Она была очень грустная и постоянно оглядывалась вокруг, словно искала кого-то. И вот на вручении аттестатов и медалей, а она у меня была отличницей, случилось невероятно. После того, как Анну вызвали для поздравлений на сцену, к ней подошел богато одетый молодой человек с шикарным букетом роз. И совсем не сразу я узнал в нем своего старого друга Алешку. Оказалось, 5 лет назад он пообещал моей сестренке, что обязательно придет на ее выпускной, и они поженятся после школы. За это время он ради нее встал на ноги, занялся успешным бизнесом и, наконец, утер нос всем своим обидчикам по школе и учителям, которые в него не верили. Так мой лучший друг детства стал прекрасным мужем моей сестре. А она дождалась своего любимого принца на белом коне. Если вам понравился этот рассказ, обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться. Будет интересно.